Итак, всем привет, дорогие друзья! Хочу вам показать свою лепнину, свои композиции, которые были выполнены вручную, слеплены мною. И вот как они в интерьере смотрятся. Первая моя композиция, самые первые, которые я придумала и попробовала сделать, это вот такие вот две композиции на эркере. Вот это эркер. И сейчас я вам покажу вторую. Вот они, эти розы. На мой взгляд, они такие, одни из первых, простенькие, такие не очень-то, видите, они такие не очень-то качественные. Ну, я пробовала, училась для себя, думаю, попробую. И вроде бы получилось издалека, вроде бы так неплохо. А сблизи, конечно, есть там погрешности. Покрыла позолотой. Сейчас вам вторую композицию покажу. Сейчас мы к ней подойдем. Вот она, вторая. Точно такая же. Как я делала рисунок сюда, чтобы перенести сюда розы. Как я их сюда приклеивала, как я делала их. У меня есть видео на YouTube, на моем канале. Кому интересно, посмотрите. Там можно понять, как я это делала. Вот, тоже покрыла позолотой. Это вот первые мои композиции. Вторая моя композиция вот на этом камине. В центре, наверху, видите, это овал. Я ее выполнила отдельно на фанере, толщиной в 1 сантиметр фанера была. И как я лепила здесь, у меня тоже есть на канале видео, кому интересно, посмотрите. Кому-то я в комментариях обещала показать, как будет после того, как я добавлю позолоту. Вот я добавила позолоту. Поближе вам покажу. Вот это вот вторая моя работа. Здесь, по-моему, розочки более качественные, получше уже выглядят. Вот. Потом я добавила сюда рамочку. Рамочку тоже сама. Как бы есть такие формы, оттиски. Тоже можно купить глину или сделать ее самим. Вот я сама ее сделала. В интернете есть разные рецепты, как это делается. И пока она свежая, вот так вот из формочки ее вынимаешь, приклеиваешь кусочками, и потом она застывает, и, в общем-то, вот так получается. Видите, тут тоже как бы розочки есть. Особо непонятно, что там, но там тоже есть розочки, цветочки. Так, вот это вот вторая моя композиция. Есть еще такая подсветка у нас. Она как бы в золоте тут все показывает. Я обязательно вам еще покажу вечером при свете, как выглядит лепнина. Днем это одно, а вечером выглядит по-другому. Третья моя композиция была это вот над этой дверью. В то время еще, когда это все делала, конечно, ни двери не было, ни ремонта не было никакого. И тоже у меня есть на канале видео, как я тут все делала.
рисовала, переводила рисунок и как я это все приклеивала. Вот вам вид издалека. И сейчас поставлю стульчик, покажу вам поближе. Вот, пожалуйста. Так выглядят они поближе. Здесь очень много розочек. Все они, каждая розочка и каждый бутончик слеплены, они вручную отдельно и приклеены просто здесь. А вот листья здесь делались уже, лепились здесь, на стене, на месте. Эту композицию я решила сначала просто покрасить в тон стен, покрыла, попробовала белым, но очень некрасиво получилось. Вот, а вот в тон стен смотрится гораздо интереснее. Кстати, очень плохо смотрелось, когда они были белые. Я так часть попробовала покрасить, некрасиво. И сейчас вот я дозрела, думаю, нужно покрыть позолотой все-таки. Купила уже золото сальное, жидкое, и буду покрывать, так как в интерьере вот есть у меня такая золотая полоса разделительная, молдинг разделительный. Сама я тоже красила, покрывала краской золотой, вот этой вот сусальное золото жидкое. Конечно же, они продавались белые. И вот хочу тоже все-таки добавить позолоту. Ну, так не сильно, но все же. Чтобы выделялись они чуть потемнее еще, чтобы были. А то как бы немножко сливается, мне кажется. А также пока еще не было ремонта. И вот такой вот арки лепнина тоже. Пенополиуретановая. Тоже вот эту позолоту я выполняла сама. Потом уже мы покупали отдельные элементы к этой арке. Все высчитывали. Делали нам, мастер нам делал арку. Но перед тем, тут еще ничего не было, я уже, у меня было свободное время, делала вот такие вот композиции из лепнины, из роз. Вот здесь вот таких вот композиций, у меня их 3. Вот 2 вот в этой арке одинаковые абсолютно. Сейчас я вам поближе покажу. Вот. Так. Видите, тоже добавила позолоту. И розочки получились как бы состаренные. Розочки тоже в тон стен покрашены, они не белые, но побледнее, чем стена. Вот, на мой взгляд, эти розочки уже гораздо интереснее, гораздо лучше стали у меня получаться. Сейчас вам второй покажу. Вот точно такая же вторая. Ну и так дальше, высоко. У нас все еще идет незаконченный ремонт лестницы. Вот у нас следующая композиция. Смотрите, это вот простая дверь. И над ней вот такие вот розы. Розы
в корзинке. Изначально я хотела еще их взять в рамочку. Но вот, видите, дверь такая вот получилась здесь вот высоко, вот в этом месте. И уже рамочка не получается. Я же делала их заранее, когда еще не было ремонта. И я даже, может быть, и не знала, какую я куплю дверь, какая будет у меня дверь. Поэтому так. Сейчас покажу вам ее поближе. Вот так выглядит эта композиция. Тоже она пока еще не добавлена сюда позолота, но я обязательно добавлю. Видите, такие уже розочки более интересные. Ну вот так выглядит лепнина в этом доме. Здесь она есть на лестнице. В планах у меня еще сделать вот здесь вот в районе светильника композицию и рамочку тоже. Возможно, я это сделаю. Что еще? Да, еще я собираюсь сделать розы на камине, вот в этом месте, сюда. Декоративный элемент. Вообще в каминах он тут присутствует, у меня, видите, пока его нет. Тоже буду делать из розочек что-то такое. Пока не знаю точно, что. Вот такая лепнина. Классический интерьер. Делалось это все без дизайнеров. Может быть, это и бросается в глаза профессионалам, что что-то тут не так. Но есть маленькая такая композиция у меня в зимнем саду. Сейчас я вам ее покажу. Сейчас включу свет. Вот, не знаю, будет ли вам видно, вроде свет включила. Вот. Ну вот это вот просто трафарет. И через трафарет потихонечку вот так вот шпаклевка мажется шпателем. Потом убирается. Вот такая получилась. Приблизила, трясется все. Небольшая такая. Это еще в те времена, когда я не знала, что так еще можно слепить. Но мне хотелось. Вот.
Вот такой зимний сад. Всем пока!